Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на вторую половину месяца июня. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет у вас. Напомню, что вы можете оставить лайк или сообщение под этим видео, можете подписаться на мой YouTube-канал, кто еще этого не сделал, а также можете поучаствовать в акции, если она у меня будет проходить, я напишу в сообщениях под этим видео. Также буду очень-очень рада ближе с вами встретиться именно в плане вашей даты рождения, потому что акция может касаться именно даты рождения, да, разбора нумерологического вашей даты рождения. Итак, давайте посмотрим, что же здесь происходит у представителей знака Близнецы. Какие карты вам сегодня выпадут именно во второй половине месяца июня. Первая карта, которую мы видим, это карта Короля Мечей. Король Мечей — это ваша воздушная стихия, это ваш воздушный знак зодиака, может говорить о вас как таковых, о близнецах, а также о том, что вы стараетесь соответствовать своей энергии. Может соответствовать эта карта какой-то ясности, подлинности вашей жизни, может быть, необходимости быть логичными и структурированными в ваших действиях, то есть принимать какие-то продуманные решения, логичные. И вместе с восьмеркой мечей вы на самом деле могли испытывать какие-то переживания, могли быть испуганы какими-то событиями, возможно, вас что-то чересчур перегружало ментально, вы могли находиться в ситуации, где кто-то что-то вам говорит негативное, настраивает негативно, говорит, что вы с чем-то не справитесь, или вы сами себя начинаете какие-то загонять рамки, какие-то оковы на себя надевать, и вы думаете сейчас, как из этой ментальной ловушки выбраться, каким образом это можно сделать. То есть вы стараетесь логично поступать, логично действовать для того, чтобы вылезти из этой западни, в которую вы попали. Давайте дальше. Карта Туза Кубков. Новое начало, позитивное, искрометное начало для вас, которое может сделать вас счастливее, что-то, что действительно может стать новым для вас открытием, как большим подарком судьбы, что-то, что может сделать вас счастливыми поистине, то есть что-то такое, вот, чего вам очень сильно бы хотелось. Вместе с четверкой пентаклей, которая сама по себе символизирует цепкую хватку за какие-то материальные вещи, может быть, нематериальные, то есть вы за что-то очень сильно держитесь, не хотите отпускать свои позиции или отпускать что-то, что уже устоявшимся является и привычным в вашей жизни. То есть вы не хотите терять свои позиции, не хотите терять то, что для вас уже является привычным, понятным. Возможно, вы пытаетесь найти выход из какой-то ситуации, она может касаться материальных вещей. Возможно, по четверке пентаклей вы держитесь за какие-то нематериальные вещи тоже, но в любом случае вы вот уделяете защите время, защите своих ресурсов, неважно, какого рода эти ресурсы, соответственно, это ваша любовь, это ваши отношения, да, это ваша работа или там деньги или что угодно, ваше здоровье, то есть вы прям вот как будто стараетесь отбросить все иллюзии, стараетесь, может быть, довольствоваться меньшим, то есть больше экономить, меньше тратить, потому что четверка пентаклей, она еще и о экономии, о скуповатости даже в какой-то степени. Ну вот вы как будто, может, не хотите тратить лишнюю энергию свою здесь, в этот период времени. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Есть четверка жезлов. И четверка жезлов — это карта семьи, гармонии, вот какого-то постоянства, которого вам бы хотелось. Желание сохранить гармонию и постоянство в отношениях, в доме, с кем вы живете под одной крышей. По четверке жезлов сохранить какой-то мир, который у вас есть, или возможность как-то договариваться, понимать, слышать друг друга, или сохранить отношения для кого-то, правда, может быть важной составляющей, когда вот вы не хотите потерять важного вам человека, близкого, если вы встречаетесь с кем-то, да, потому что вы видите в этом важное какое-то начало для вас, важный какой-то период, связанный с этим человеком. Вам хочется каких-то перемен радостных с таким человеком. Вы его пытаетесь удержать,
И у вас есть почему-то опасения, что вам это может не удастся. Не знаю почему. Может быть, вы раньше что-то теряли, и вы теперь не хотите терять. Думаете, ну вот если я сейчас этого не сделаю, то я потеряю там эти отношения, или я потеряю эту работу, или вот да, что-то нарушит состояние покоя, гармонии или безопасности для вас, соответственно. То есть у вас есть страх, который держит вас и заставляет еще крепче вцепиться за что-то мертвой хваткой, чтобы не отдавать, не отпускать, не отдавать другому человеку. То есть прям такая осторожность, экономия, потому что вы хотите защитить то, что у вас есть. И вот эта 4 жезлов, она в принципе-то выступает в роли такого якоря. Если 4 пентаклей может быть предупреждением, что вам нужно больше экономить, или потому что есть какой-то дефицит, да, то 4 жезлов, она говорит о том, что вы осмотрительны, вы сдержаны, вы экономите, возможно, на чем-то, но это укрепляет ваш фундамент, как будто делает какое-то основание, создает, сохраняет, да, сохраняет долгосрочное спокойствие там, в вашей семье или в вашем коллективе, если это касается работы. То есть вам как будто бы нужно быть более осмотрительными, более экономными для того, чтобы сохранять вот такую ситуацию, да, и действовать стратегически. Есть король мечей, ваша воздушная стихия, то есть логичные решения, логичные действия предпринимать. 2 жезлов и карта правосудия. Возможно, речь идет о каких-то вопросах с бумагами, с документами или каких-то споров, которые возникают. Вы пытаетесь по 2 жезлов разобраться в каком-то вопросе, который для вас кажется не совсем ясным, понятным, да? То есть интересуетесь, проявляете интерес, пытаетесь разобраться в тексте каких-то бумаг, которые нужно подписать, или разобраться в каком-то споре, который возникает у вас, но вы стараетесь с другими людьми, да, но вы стараетесь действовать очень логично, то есть очень-очень структурированно подходите к этой ситуации по королю мечей. И может быть, даже как-то эмоционально отстраняетесь прямо от какой-то ситуации, потому что 2 жезлов — это еще отстраненность и взгляд в будущее. Вы много планируете, вы думаете перед тем, как сделать важный шаг, взвешиваете свои шаги, делая этот выбор, потому что 2 жезлов — это выбор. А справедливость, которая есть в правосудии, она показывает, что в любом случае здесь вы приходите к справедливости для себя. Какая бы ситуация ни была спорная с другими людьми или какая-то несправедливая, неравноправная, неуравновешенная. Но здесь у вас есть и юридическая ясность, и ясность в каком-то споре или конфликте, который у вас возник там, с другими людьми, допустим. И, возможно, это какое-то ваше личное решение, которое принято на уровне там, руководителя, когда вы считаете, что вот это справедливо, это несправедливо, что нужно делать вот именно так, принимать такое решение, делать такой выбор, потому что вот вы основаны сейчас на каких-то истинных своих фактах, которые вы видите, потому что правосудие, она видит факты, она оценивает ситуацию по фактам, не по интуиции, даже и не по чувствам. Здесь нет вот как таковых кубков. Здесь есть стремление к такому кубку по тузу кубков, стремление по тузу кубков получить вот это великое счастье, да, и эту радость. Но в любом случае здесь необходимость поступить законно, правильно, так как этого следует, может быть, порядок. Карта звезда, принцесса Пентаклей, карта пажа Пентаклей, да, ее еще называют. Ну вот, возможно, да, вам нужно перестать зацикливаться на вот этой общей картине, сосредоточиться только на том, что для вас сейчас важно, сосредоточиться на начальных шагах, в чем-то, что может сделать вас счастливыми. Вы думаете сейчас о том, что нужно сделать в первую очередь, как спланировать, какую стратегию выстроить. То есть вы смотрите на ситуацию в целом и думаете, с чего начать. Да, потому что вы не можете сразу все вопросы решить. Вы должны как-то спланировать, выстроить какой-то план действий своих, да, по каким кускам вы будете какую-то работу выполнять. Да, то есть вам нужно здесь разобраться вот в том, как вы будете достигать этой цели, которая для вас важна. И по принцессе Пентаклей действительно для вас хорошая возможность дается для этого. То есть какое-то хорошее предложение, хороший шанс, который вам здесь дается. И как вы его используете, на самом деле большой вопрос. Но вы идете к великой цели своей, вы надеетесь, вы верите, вы восстанавливаете силы, исцеляетесь, обретаете вот эту божественную ясность.
И понимаете, что ваша тревога — это иллюзия ваша, что вы, скорее всего, себе надумали какие-то страхи и переживания. И вы должны сосредоточиться просто на той задаче, которая вам нужна, которая перед вами находится, и делать какие-то планомерные шаги для достижения этих целей, не боясь, что у вас не получится, или не слушая тех людей, которые вам будут говорить, что у вас что-то не получится, не выйдет, да, и что может что-то пойти не так, как вам бы хотелось. Просто вам нужно начать делать эти первые шаги. Тут же есть шестерка жезлов, карта победителя, и просто замечательная десятка пентаклей, которая говорит о стабильности, о благополучии, о стабильности в доме, о финансовом благополучии. Да, это карта, которая в целом такая просто замечательная, да, потому что она еще и под тузом кубков у вас выпадает, которая является символом нового начала, нового пути, чего-то нового, что таит в себе множество возможностей и обещает эмоциональное удовлетворение. И здесь же есть десятка пентаклей вместе с этим тузом кубков. То есть здесь вы можете получить в итоге как будто бы удовлетворение от той долгосрочной безопасности, стабильности, может быть, семейного благополучия, чувством вот этого наследия рода, которое у вас есть, если это касается семьи. Если вы эти шаги сделаете. И шестерка жезлов даст ощущение признания, внимания к вашей персоне, что вы поступили мудро, правильно, что вот вы вышли из этой сложной ситуации, что вы справились с ней, возможно, что ваш упорный труд вознаграждается наконец-то, и вы открываете свое сердце новым возможностям и делаете шаги для достижения, соответственно, своих целей. То есть карты хорошие и могут принести действительно очень хороший результат, потому что вы будете сильно удовлетворены этим результатом. Давайте посмотрим. Еще есть пятерка жезлов, есть восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Ну, борьба, не знаю, борьба за успешный результат, за успешную работу. Принц пентаклей. Что-то финансовое, материальное, вы хотите получить результат, вы к нему идете достаточно планомерно, здесь нет никакой спонтанности, рискованности по принцу пентаклей. И пятерке жезлов нужно не обращать внимания на мелкие какие-то драмы, конфликты, на вашу неуверенность, на ваши страхи, на вашу внутреннюю борьбу. И обратить внимание опять-таки свой взор на вашу основную цель. То есть вокруг вас возникают мелкие конфликты, какие-то разногласия, вот этот хаос, в котором вы живете, в котором вы находитесь, люди что-то выясняют, спорят, что-то кому-то доказывают, но вы, может быть, не должны ввязываться в эту драму. То есть когда у вас есть выбор ввязаться в какой-то спор или какую-то ситуацию, да, не ввязывайтесь в нее просто. Это сохранит ваше душевное спокойствие, покажет вас человеком, который мудро, правильно поступил. То есть здесь вам нужно не вмешиваться в какой-то конфликт, не позволяйте какой-то мелочности, поэтому четверка пентаклей, вот этому шуму, пятерка жезлов, хаосу этому повлиять каким-то образом на вас и повлиять на ту работу, которую вы выполняете, которую вы делаете. Вам нужно делать то, на что вы нацелены в первую очередь, то, что находится перед вами, и то, что сулит долгосрочную стабильность, то есть отбросить неуверенность, отбросить сомнения, в которых вы находитесь, и планомерно, рыцарь пентаклей, он медленный, работать над тем, что для вас важно, что приведет вас к успеху. Рутинная работа, может быть, выполнение какой-то задачи, которая приносит вам деньги. То есть отбросьте эмоции и быть очень логичными, не обращать внимания на этот дополнительный шум для вас. В целом достаточно хорошая карта вам выпала. Я не знаю, только вот эти карты меня немножечко смущают, но опять-таки я же говорю, что здесь, да, могут какие-то возникать конфликты, но вам нужно разобраться в первую очередь, чего же вы хотите, какого результата вы хотите. Да, вы хотите удержать то, что у вас есть, не потерять свои позиции прежде всего, и сохранить при этом, удерживая свои позиции, мир, гармонию в семье или в отношениях рабочих. Поэтому десятка пентаклей, шестерка жезлов. Но я думаю, что вы здесь правильное решение принимаете, и принимать можете какую-то хорошую возможность, которая вам дается по пажу пентаклей. Возможность, которая приведет к результату, может быть, не сейчас, не сей секунд, не в эту половину месяца, а дальше, в июле, в августе, но она будет иметь хороший результат для вас.
Итак, близнецы, на этом сегодняшний Таро прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.